Сегодня мы поговорим про минерал, который получил свое название относительно недавно, но был известен еще в древнем мире, о камне, блеск которого получил свое уникальное название, а цветовая гамма которого хоть и не такая большая, но тоже потрясает красотой. Сегодняшнее видео про авантюрин. И перед тем, как мы начнем, хочу попросить вас подписаться на мой канал, а то вот столько людей смотрят меня без подписки. Но не забудьте поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. С вами, как всегда, Анатолий, и вы на канале T-Stone. Приятного просмотра! Везде, где я искал, происхождение названия минерала описывается одной красивой легендой. Согласно ей, название авантюрин происходит от итальянского слова «авентура», что означает «случайный» или «удачливый». В 18 веке остров Мурано, Венеция, Италия, славился производством стекла. История гласит, что монах, или скорее всего стеклодув, случайно бросил медные опилки в горшок с расплавленным стеклом, таким образом создав новый тип кристалла, очень похожий по цвету и блеску на натуральный камень. Это неожиданное открытие было воспринято как удача, отсюда и название авантюрин, связанное со случаем и удачей. И впоследствии этот новый материал начал продаваться как авантюрина или авантюрина. Со временем это название перешло и к натуральному камню, закрепив за ним название авантюрин. Но на самом деле эту легенду можно считать истоком создания первого синтетического авантюрина – Goldstone, золотой или золотистый камень или авантюринового стекла, которое быстро завоевало популярность благодаря своей красоте и уникальным оптическим свойствам. Но под каким же тогда названием камень был известен до получения официального названия? Чтобы это выяснить, я обратился к известному труду Плиния-старшего «Естественная история» в переводе французского писателя, латиниста и популяризатора Стефана Ажесона де Грассань. В трактате Плиния есть упоминание такого камня, как Сандастрос или Гарамантитрис. Он был найден в Индии, а также в южных частях Аравии, а описание звучит примерно так. Он имеет весь вид огня, помещенного за прозрачной субстанцией. Он горит звездообразными мерцаниями внутри, которые напоминают капли золота, и всегда можно увидеть это в теле камня и никогда на поверхности. Согласитесь, это сравнение очень красиво и точно описывает блеск авантюрина. Также в трактате есть еще несколько названий этого камня – Сандаресус, Сандасирос, Хамокрисус. Автор перевода относит первых два значения к авантюриновому кварцу, который встречается в Персии, а последнее имеет перевод «золотой песок» – камень, который напоминает песок, но песок смешанный с золотом. А так как самый распространенный цвет авантюрина зеленый с золотистым блеском внутри, его столетиями называли камнем амазонок – The Stone of Amazons, так как амазонки носили зеленые камни на своих украшениях и щитах. Такое название часто приводило к путанице с амазонитом, тоже зеленым камнем и тоже с блеском, хоть и не таким, как у авантюрина. Поэтому, хоть свое название камень не получил относительно недавно, но истории и легенды про него действительно уходят далеко в прошлое. Например, римляне связывали его с Меркурием, богом торговли и удачи. Римские солдаты иногда носили авантюрин в качестве амулета для защиты в бою и привлечения воинского успеха. В Древнем Китае авантюрин представлял буддийское божество милосердия и сострадания – Гуань-инь. Он также играл важную роль в фэн-шуй, где его использовали для привлечения процветания и содействия финансовому благополучию. В Китае авантюрин часто ставили наравне с нефритом и называли его императорским камнем. В кельтской культуре авантюрин считался магическим камнем, позволяющим устанавливать связь с силами природы. Друиды использовали его для призывания процветания и укрепления своих духовных сил во время ритуалов. Как видите, авантюрин ценился и использовался для различных целей на протяжении всей истории. А некоторые даже утверждают, что в Эфиопской долине Ома, которая считается истоком человеческой цивилизации, были найдены талисманы, бусины и инструменты из этого минерала, датируемые более 2 миллионов лет. И хотя самый древний из рода Homo habilis, или человек умелый, действительно появился в Африке около 2,8 миллионов лет назад, я так и не смог найти фото или видео доказательства такой находки. Сегодня же мы уже знаем, что авантюрин в основном состоит из кварца, который является кристаллической формой диоксида кремния и является одним из самых распространенных минералов в земной коре, который встречается в широком диапазоне цветов и разновидностей. Конкретный тип кварца в авантюрине – халцедон, микроскопическая форма кремнезема, состоящая из крошечных компактных кварцевых зерен. Авантюрин получает свои уникальные свойства и внешний вид из-за наличия определенных минеральных включений в кварцевой матрице.
и характеризуется уникальным сверкающим или мерцающим эффектом, известным как авантюресценция. Эффект вызван крошечными включениями других минералов, таких как слюда, гематит или фуксит, которые отражают свет и создают сверкающий вид. Авантюрин часто имеет зернистую структуру и может содержать естественные узоры или полосы из-за наличия минеральных включений. Поскольку включения могут отличаться по составу и типу минерала, кусок авантюрина может быть темнее в некоторых местах и светлее в других. А с точки зрения твердости, авантюрин занимает место между 6,5 и 7 по шкале Моосом. Большинство кварцевых камней имеют твердость 7, однако наличие включения слюды и других минералов, которые имеют низкую твердость 2,3, немного снижает твердость авантюрина. Несмотря на это, авантюрин все еще прочнее стали и стекла. Образование авантюрина обычно происходит в магматических или метаморфических средах. Он может образовываться в результате охлаждения и затвердевания расплавленной породы, магмы, или метаморфизма существующих пород в условиях высокого давления и температуры. В процессе образования минеральные включения попадают в растущие кристаллы кварца, что приводит к характерному внешнему виду авантюрина. Авантюрин часто встречается в сочетании с другими минералами и породами, такими как гранит, гнейс, сланец и пегматит. Он может встречаться в жилах или в карманах внутри этих пород, или в виде отдельных зерен, рассеянных в матрице. Стоит отметить, что состав и образование авантюрина могут немного различаться в зависимости от конкретного местоположения и геологических условий, в которых он находится. Различные источники авантюрина могут иметь различные минеральные включения, что приводит к различиям в цвете и внешнем виде. Цвет авантюрина включает синий, желтый, оранжевый, коричневый, серый, персиковый и даже серебристый. Однако наиболее распространенный цвет – зеленый. Зеленый авантюрин содержит включение фуксита или фушита, зеленые разновидности мусковитной слюды, которая богата хромом. Чем больше фушита в авантюрине, тем более непрозрачным и насыщенным будет его оттенок. Однако, слишком большое количество фушита, более 10-20%, может вызвать раскол или расщепление камня. Помимо фуксита, в авантюрине могут присутствовать и другие минералы. Эти включения взаимодействуют со светом по-разному, что приводит к различным цветам, наблюдаемых в различных разновидностях авантюрина. Например, включения гематита придают авантюрину цвета красноватого или золотисто-коричневого цвета. А авантюрин с включением гетита будет казаться зеленовато-коричневым или оранжевым. Хотя на оранжевый и желтый цвет авантюрина больше влияет включение оксида железа или слюды, но они дадут более теплые оттенки этих цветов. Самая редкая разновидность авантюрина – синяя. Цвет минералу дает включение думартиерита, который обеспечивает голубоватые блики внутри камня. И все эти оттенки люди научились имитировать и создавать искусственный авантюрин. С момента первой случайной попытки создания искусственного авантюрина, помните легенду с начала видео, процесс улучшили и усовершенствовали. Но образование синтетического авантюрина основано на тех же принципах стеклоделия и кристаллизации. По своей сути, этот процесс состоит из добавления металлических включений в матрицу стекла на основе кремния, создавая отражающий мерцающий эффект по мере охлаждения и затвердевания стекла. В матрицу кремнезема добавляются различные оксиды металлов, такие как медь, хром или кобальт. Эти металлы отвечают за характерный блеск или цвет синтетического авантюрина. Медь дает красновато-коричневые или золотистые оттенки. Хром дает зеленые тона, а кобальт дает синие оттенки. В 20 веке производство синтетического авантюрина достигло значительных успехов. Индустриализация и разработка новых методов материаловедения позволили лучше контролировать процесс производства и производить авантюриновое стекло в больших количествах и с большей стабильностью. И так как этот процесс не настолько сложный, то большое количество украшений и поделок из авантюрина в продаже являются имитацией этого камня и сделаны из стекла. Отличить натуральный камень от имитации можно. Синтетический минерал ярче, внутри больше блесток, вкраплений слюды или оксидов металла по сравнению с натуральным камнем. К тому же, сами блестки часто одного размера и максимально равномерно распределены по камню, все из-за процесса смешивания, оседания и застывания. Тогда как натуральный камень менее яркий, а блестки внутри будут разного размера и расположены не так равномерно. Но стоит отметить, что порой все же встречаются очень качественные подделки авантюрина, которые покупатель легко может принять за оригинал. Месторождение натурального авантюрина можно найти по всему миру. В Азии авантюриновые рудники есть в Индии, России и Китае. В Европе авантюрин поступает из Австрии и Испании. В Америке месторождения авантюрина находятся в Бразилии, Чили, Канаде и США.
Но считается, что самые богатые месторождения этого камня находятся в Индии и Бразилии. Например, большая часть популярного зеленого авантюрина поступает именно из Индии. Из-за этого его часто называют индийским нефритом или индийский жад. Использование авантюрина не ограничивается изготовлением ювелирных изделий и украшений. Из него часто вырезают декоративные изделия – чаши, вазы, статуэтки. Как видите, авантюрин хоть и был назван в честь искусственного камня, но он прославился своей красотой с давних времен и используется до сих пор. А его красота и блеск всегда привлекала и будет привлекать людей. Надеюсь, вам было интересно и познавательно, и вы узнали что-то новое и необычное для себя. Не забывайте про подписку, лайк, репост. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!